Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня продолжение работы над комплектом елочных игрушек в цвете Тиффани и золота. И сегодня я буду декорировать вторую клетку, на ней будет перо и такой же цветочек. Идеально подходит. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. И работу начну с того, что закреплю вот это перо к клетке. В этот раз я не соединяю клетку вместе. Сначала закреплю, а потом соединю. И здесь уже каждый должен посмотреть, как у него лучше это перышко ложится, чтобы как бы закрепить. Вот я буду крепить вот здесь сверху. Так, немножко затяну. Пока что не до конца, потом буду все это затягивать окончательно. Теперь смотрю, где у меня еще хорошее соприкосновение. Вот, наверное, вот на заднюю часть вот тут. Все это, конечно, потом будет сверху задекорировано, но в любом случае как бы надо все хорошо закрепить. Как я уже говорила, каждый смотрит, как у него лучше все это ложится. Несколько раз примеряем и потом соединяем. Я уже тут несколько раз все примеряла. Так, вот все тут трудно, все это проходит, но все же все возможно. Просто мне одной рукой неудобно, держу и клетку, и вот здесь затяну также. Так, сейчас. И все затягиваем. Я уже показывала эти строительные жгуты. Ими очень удобно все крепить. И все затягиваем. Я решила немного ниже спустить перышко, так намного красивее смотрится. И вот таким образом оно у меня расположилось. Теперь я полностью затягиваю вот эти жгуты. Очень хорошо держатся, вот прямо это даже лучше, чем просто приклеить. Хотя для страховки можно где-то и клеем зацепить. Вот я зацепила наверху и вот здесь. Немножко надо помучиться, но все получается. И лишнее подрезаю. Это можно и закрасить, и задекорировать. Как бы здесь уже кому как удобнее. Вот таким образом. И теперь можно склеить две части вместе. Я наношу клей вот в эти отверстия. И подклеиваю. Конечно же, зажимаю и даю закрепиться. И как в прошлой игрушке, декор начинаем с нижней части. Здесь у меня будет цепочка и страза. Я наношу клей. Здесь я использую цепочку 2 миллиметра. Она у меня идеально садится вот в эту канавку. Вот, посмотрите. Извиняюсь за соседей, сегодня они шумят. И продолжаю работу. И теперь вот в эти вот канавки мы с вами подклеим стразы. У меня это 20 номер. Я наношу клей и подклеиваю. Капельку наношу меньше, чем сама стразина. Я уже об этом говорила в предыдущем видео. И продолжаю декорировать. В процессе работы у меня остается много перышков, поэтому я их буду склеивать вместе и декорировать свое изделие. Я подкладываю их вместе, подрезаю верхнюю часть. Здесь мне, как бы так как все на виду, мне не нужна толщина. Наношу немного клея, даю немного остыть и зажимаю пальцем. И прокручиваю, чтобы все склеилось вместе.
И теперь вот этот хвостик ненужный отрежу. И получается вот такое красивое маленькое перышко. И так обрабатываю как бы несколько штук. Я подготовила перышки, где у меня больше, где меньше. Здесь уже надо просто брать и примерять. И буду подклеивать, декорировать. Вот таким образом. И добавляем в места, где мы решили их как бы приклеивать. Здесь много не надо, чтобы не получилось, что у нас слишком много. И подклеиваем изнутри. Не вот так снаружи, чтобы они слишком торчали, а именно изнутри. И потом сверху у нас будут там стразы. И продолжаю декорировать также вторую часть. Как вы видите, много перьев я не клеила. Если вдруг мне потом понадобится, я еще доклею. И сейчас буду украшать стразами. Стразы я использую разные, вот с таким напылением, очень красивые. Брала их у Виктории, взяла разных размеров, чтобы они у меня были. И вот здесь я буду подклеивать вот такой большой. И также буду подклеивать вот такие стразы. Здесь уже кто как хочет, где больше, где меньше. Но они очень красиво смотрятся. Надо клеить очень аккуратно, так как здесь у нас перья, и чтобы мы ничего не зацепили. Подклеивать стразы я буду на Е6000. Нанесла клей и вот так аккуратненько подклеиваю. И даю закрепиться, и только потом подклеиваю следующий. Следующий страз буду подклеивать вот здесь. Буду держаться как бы середины, не по краям, а именно середины. Наносить буду зубочисткой, так как здесь у меня перышки, поэтому надо очень аккуратно работать. Так. Беру клей и вот так на место, где у меня будет страз. Так, все падает вот здесь. И подклеиваю. Теперь примеряю следующий вот сюда. Очень аккуратно работаем. Вот я прямо вытираю зубочистку. Еще немного. Вот прокручиваю и убираю. И подклеиваю. И продолжаю работу. Чтобы больше придать яркости, я решила вот таким образом как бы обрамлить с одной стороны вот эту большую стразину. Вот. Так, можно примерить и сюда. Ну, красиво смотрится. И вот в некоторых местах я также добавлю эти стразы. Так. Ну, очень красиво смотрится, посмотрите. И также добавлю вот здесь еще немного. Стразы как будто будут в перышках.
но все равно они видны. Красота. Теперь, когда у меня здесь стразы, я посмотрю, может быть, где-то мне так кажется, что что-то не хватает, и я подклею перышков еще, чтобы не было пустых мест. Их можно распределить. Вот я тут подобрала еще несколько. Вот сюда. Ну, здесь уже надо смотреть. Каждый как бы смотрит, где ему хочется добавить. Очень, вы извините, очень аккуратно надо работать. Все цепляется. Ну и продолжаем работу. На эту клетку я также прикреплю вот такой цветок. Вот здесь у меня идеально вот так вписывается. И закреплю я его проволокой. Это самый такой удобный вариант. Как уже показывала в предыдущем уроке. Укладываю как мне надо и здесь затягиваю. Сделаю несколько оборотов, лишнее уберу и спрячу проволоку куда-то в цветок. Согну острым концом вот сюда, вовнутрь. Такой самый удобный вариант закрепить. И хорошо держится, и все это легко. Лишнее отрезаю. И вот этот проволоку вот туда вовнутрь. И также прикреплю вот этот листочек. Листочек наоборот. Сначала я проволоку пропускаю через вот эти прутья, а затем уже вот сюда. И также все затягиваю. Листочек буду закреплять в двух местах, чтобы у меня нигде ничего не болталось. И также закручиваю и затем прячу вовнутрь. Декорируем листик и цветочек. Если кто не видел в предыдущем видео, я декорирую вот такими стразами. Одни из моих любимых страз, где я их использую везде. Такие каплевидные. Задекорирую листик и затем цветочек. И цветочек также сначала подклеиваю на верхушке вот здесь стразину, а затем еще две по бокам. И, конечно, задекорируем середину. В середину я просто вот так большую каплю клея и вот такими вот бусинами задекорирую. Также в золоте. И также я немного вот этих бусин добавлю в середину вот сюда.
Очень красиво смотрится. И продолжу декор. Вот что у меня получилось. При следующей покраске, когда буду что-то красить, закрашу вот эти вот наши крепления. И, конечно, не забываем про вешалку. Я уже подготовила ленточки. И вот так аккуратненько все продеваю. И я заполнила клетку остатками ткани, чтобы подходила по цвету. Многие спросили, зачем я это сделала. Ну, можно не заполнять, если кому-то не нравится. Вот такая красота у меня получилась. Буду ждать ленты широкие, чтобы задекорировать заднюю часть. Также вот эту. И вот у меня такой комплект получился. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Если есть вопросы, всегда пишите. Рада ответить и помочь. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.